ранней весной, когда были высажены первые рассадные перцы, баклажаны и даже томаты, в моей почте было много фотографий с такими дырявыми листиками. У меня такая же самая проблема была. Я все пыталась найти, кто же это делает. Слизней? Нет. Вечером выходила, смотрела, ночью нету никого. Но снова же в течение дня появлялись вот такие дырочки, словно решето. Вот я нашла, кто это делает. Я вот обработала их с Карада М, биоинсектицид. Вот, и они, съедая вот кусочек листика, попадали биобактерии внутрь, и вот они засыхали. Вот такие трупики собрала. А сегодня у меня просто везучий день, потому что я засняла эту пчелку. То ли пчелка, то ли оса, то ли муха. Трудно сказать, что это за вредитель. Я не знаю, что это такое. И пока никто мне еще не ответил, как это называется. Но оно очень интересно выедает самые вкусные листья молодые, цветочки. Посмотрите, какая удача сегодня меня как раз одарила таким интересным видео. А вот я и поймала того, кто делает дыры в цветках, в листьях и в растениях. Вот живем сейчас, вот занимается тем, чтобы дырявить. Вот эта пчелка, то ли мушка. Вот она дырявит. Как она красиво кушает. Вот видно очень хорошо, как она выедает кусочек. Какой у нее аппетитный обед. Даже не реагирует на меня. Она занята. Такой у нее хоботочек. Вот, покажись нам. Покажись, какая ты. Маленький невидимый вредитель. Сейчас и цветочек она выедает. Это молоденькая особь. Вот этой непонятной то ли пчелка, то ли мушка какая-то. Вот ей надо, вот она там хочет вот это покушать. Вот она, как она ест, вот. Как она красиво это съедает. Надо укусить. Вот. Как она берет красиво. Вот кто у нас так красиво съедает листья. Вот я эту мушку как раз уловила, когда высадила перцы и баклажаны в теплице, и у входа просто все, заходишь и дырявое. Я начала следить. Слизней не было, других вредителей еще рано было. И вот я потом заметила вот эту мушку. Где-то 5 часов вечера она прилетает, и у нее начинается вот эта трапеза. И потом ищем, кто же все-таки сделал дырки. Вот сейчас она выедает кусочки. Вот уже был выеден кусочек. Это все вот это. Как она называется, не знаю. Вот она еще так вот покрасившая ее показать. Я за ней гонялась, чтобы снять уже несколько раз. Пока бегала за фотоаппаратом, она все время улетала. А вот сейчас я ее уже заловила. Вот видно, как она вот отгрызает, медленно отгрызает кусочки. И вот где вкуснее, где слаще. Вот тебе на вид, как будто бы пчелка. Далеко не пчелка. Прямо звездная пчелка. То ли пчелка, то ли мушка. Вот как она лопает. Растения и съедает. Если кто-то знает, как называется эта пчелка-мушка,
сообщите. Кто-то знает же этих зверей. Я раньше их не видела. Мне удалось убрать их, ну, частично, с помощью Скарада М. Это биоинсектицид. Вот они, я обработала баклажаны и перцы. Когда они заходили и пытались есть кусочек вот этого, то, естественно, получалось, что они съедали биопрепараты, бактерии, и потом там же и погибали. Вот, пожалуйста, как она прекрасно работает, как она ест. Прямо остановиться не может. Какой у нее аппетит. Какая мушка. Выбирает самое вкусное. И самое интересное, она вообще не реагирует на меня. Продолжаю съемки, как она уникально выбирает. Вот, видите, какой у нее хоботочек, а как она красиво это все почистила себе и глаза, какие большие у нее. Вот продолжает искать вкусняшку. Кто знает, что это такое? Выбирает только нежные молодые листья и выедает вот эти кусочки. Вот, забирается в серединку, где повкуснее. Вот такое кино про мушку, пчелку. Сегодня. И этим хочу завершить видео. Вот этот цветок тоже и листочки я видела, как вот эта пчелка тоже уничтожала. Правда, когда пришла, уже она улетела. А на белом древовидном сирийском гибискусе я все-таки это дело уловила. Мне повезло сегодня. Вот такие вот интересные события происходят у нас с растениями. Раньше я не видела этого, не замечала. Мы видели, как слизни уничтожают растения. Но вот такого, чтобы сверху прилетало, прямо настоящее НЛО. Какие-то насекомые, настоящие НЛО, иначе не скажешь. И вот это рисует какие-то рисунки, выедая листики наших любимых растений.